Всем привет! На нашей планете существует не так много рыб, которые способны навредить человеку. Но сейчас речь пойдет не о рыбах, которые способны охотиться на человека, как акулы, а о паруснике и марлине. Эти рыбы принадлежат к одному семейству – парусниковые, поэтому речь пойдет сразу об обеих рыбах, поскольку по внешним и другим признакам они не сильно отличаются. Существует всего два основных подвида парусника – атлантический и тихоокеанский, которые плавают во всех теплых и умеренных частях Мирового океана. Их цвет варьируется от синего до серого цвета с белым низом живота. Они получили свое название благодаря впечатляющему спинному плавнику, который тянется почти по всей длине их тела и намного больше по высоте, чем их тела. Взрослый парусник способен вырастать до 3,5 метров в длину и набирать в весе до 100 килограмм. У марлина нет такого большого спинного плавника, как у парусника. У него он длинный и жесткий. Как и парусники, марлины способны набирать скорость до 110 км в час, хотя парусник считается самой быстрой рыбой в мире. Наиболее крупными марлинами являются атлантический голубой марлин, достигающий длины 5 метров и более 800 кг в весе, и черный марлин. Встречались особи более 5 метров в длину и 670 кг весом. Они часто становятся объектом спортивного рыболовства. У обеих рыб верхняя челюсть далеко выходит вперед, за пределы нижней, и образует характерное копье. Они плавают вблизи поверхности океана, обычно далеко от суши, питаются мелкой рыбой, как сардины и анчоусы. Они также лакомятся кальмарами и осьминогами. При виде копья может показаться, что при его помощи рыба протыкает добычу, а потом съедает. Это не совсем верно, поскольку нанизанную рыбу будет труднее съесть. Вместо этого парусник и марлин своим копьем подсекает рыбу или в крайнем случае ранит или оглушает. Сардина не в состоянии сделать что-либо в ответ на такую стратегию охоты, поскольку охотники движутся очень быстро и на такой скорости само копье практически невидимо. Исследователи изучали стратегию охоты этих рыб и пришли к выводу, что большинство нападений не приводят к смерти сардин. Только 10% приходятся на порезы и 33% на прямой захват, и их шлепки не приводят к немедленной смерти. Но чем парусник опытнее, тем он большему количеству сардин причиняет боль. Этот тип охоты удивителен, потому что он более характерен животным, которые охотятся стаями, как волки. Парусники охотятся группами, но эти группы регулярно дробятся и формируются вновь с новыми членами. Подводные видео также показали некоторые довольно интересные детали в поведении парусника во время атаки. Рыба держит свой большой спинной и брюшные плавники прямо, вероятно, чтобы сохранить свое тело в устойчивом положении. И перед началом атаки тело рыбы меняется с нормального голубоватого-серебристого до почти черного цвета. Когда они нападают на стаю сардин, некоторые из парусников также показывают вертикальные полосы, синие и оранжевые пятна на боках. Не совсем ясно, что означает смена цвета, но это может служить своего рода связью между парусниками. Рыбы атакуют стаи только по одному, возможно, чтобы избежать попадания в соотечественника, и они могут использовать изменение цвета как способ сигнализирующий, кто нападет первым. Как вы уже, наверное, догадались, парусник и марлин никогда не охотятся на человека. Просто мы не входим в их рацион, и они для нас полностью безопасны. Но в любом правиле есть исключения. Парусник, когда он попался на крючок, способен выпрыгивать из воды на 3 метра, чтобы освободиться. Именно в этот момент рыба по чистой случайности может выпрыгнуть из воды и попасть на борт рыболовного судна и своим копьем поранить, а иногда убить человека. Расскажем лишь один смертельный случай с марлином, который произошел в 2000 году. 39-летний Хосе Рохас в одиночку на своей лодке в течение нескольких часов боролся с 3-метровой рыбой. По всей видимости, рыба запрыгнула прямо в лодку. Голубой марлин воткнул свое копье прямо в живот Рохаса. В течение 4 дней раненый мужчина дрейфовал в Тихом океане, пока патрульный вертолет США не заметил его в международных водах. Доктор, который его лечил, сказал, когда пациент был доставлен в неотложную помощь, копья марлина в теле не было. Его кишечник был пробит насквозь, и мужчина находился в очень плохом состоянии из-за инфекции. Он больше так и не пришел в сознание. Кишечная жидкость просочилась в почки и развилась почечная недостаточность. На следующий день, утром 1 августа 2000 года, рыбак умер.
никто не знал, что случилось с Марлином. В большинстве случаев рыбаки получают различные травмы, когда выпрыгивающий из воды марлин или парусник своим копьем попадает в человека. Для примера, в 2008 году Стивен Шульц у берегов Панамы получил копьем в рот от марлина. Ему повезло, что копье не вошло глубоко, и рыба сразу его вытащила, когда упала в воду. Это можно увидеть на этом видео, как реконструкцию события. В 2019 году в Австралии двое братьев Квентин и Натан и их друг Эндрю во время возвращения с рыбалки на надувной лодке столкнулись с выпрыгнувшим из воды марлином, который своим копьем прошел через заднюю часть трицепса и вышел через заднюю часть лопатки Натана. Затем челюсть марлина насквозь прорезала руку Квентина, вырвала сухожилие и сломала ему кость. Но оба выжили и залечили свои раны. Марлину и паруснику больше угрожает опасность со стороны человека, чем наоборот. Иногда в ходе наших не совсем осмысленных действий мы просто убиваем таких животных, не задумываясь об этом. Но незнание и просто человеческая глупость приводят к смерти животных. Подобное произошло в Греции в 2019 году, когда люди на мелководье увидели меч-рыбу. Она по строению похожа на парусника и марлина, поскольку принадлежит к одному и тому же классу – лучеперые. Так вот, увидав меч-рыбу, пытавшуюся отложить икру, они приняли ее за акулу и начали выбегать на берег. После ее пытались поймать, но в конце концов рыба умерла. После того, как видео попало в интернет, пользователи сети были возмущены увиденным и требовали, чтобы участники заплатили штраф. Даже была создана петиция по этому поводу. Из всего этого можно сделать вывод, что марлин и парусник опасен только для рыбаков. И вам вряд ли повезет увидеть их агрессивный прыжок, если вы только не рыбак. Этими рыбами стоит восхищаться и любоваться, всячески оберегать, но не следует их ловить. На этом все. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и до встречи.